Итак, доброго времени суток. Недавно записал видео, в котором рассказывалось об изменениях, которые будут в игре при переходе на уровень 81. И 80 с плюсом, так назовем. В итоге много чего не учел, за что извиняюсь. И сегодня мы поговорим о бездне. То, что имеет самое большое изменение во многих аспектах, а именно сложность этого этапа. Итак, смотрим. Новая неделя. И новое требование. У врагов будет больше щита. Бонус damage where their shield are broken. То есть значит, что таки немаленькая будет прибавка к проблеме. По сравнению с теми же даже стихийными защитами, которые могут быть. То есть нужно собирать команду, чтобы можно было спокойно их пройти. Если не брать большие затраты, то, по крайней мере, не за кристаллы, то можно получить этих двух эльфов. Первым получим довольно легко, второй более сложный вариант. И у нее есть возможность пробивать щиты. То есть больше урон по щитам наносить. Так что возьмем ее. Дальше команда. Элизия. Хотя кто-то и сказал, что Элизия бесполезна, но на нее смотреть приятно. Но вот после набора полностью стигом ее, то есть, как видите, этот лук крафтится. Но стигмы тоже крафтятся, и крафтил я их довольно-таки долго. То есть только после хотя бы такого вот набора на ней уже довольно-таки приятно становится играть. И плюс 25% бонус урона по щитам. То довольно-таки немало. Это умение для команды, ее бонус дает. Дальше. Как взять дальше? Это ее оружие. И набор стигм. Тут, в принципе. Это будет, в принципе, для большего урона и мобильности. И там рекомендовалось Карл, но не хотел бы я, конечно, ее брать, но иногда надо. Просто у меня на нее ничего нет. Фактически. И толку от нее будет, если она будет сражаться, тоже будет очень и очень мало. Так, команда сформирована. Большой бонус. То скажу. Сейчас буду проходить и потихоньку объяснять, как даже игра пойдет, самому интересно. Дело в том, что усложнение каждое идет. Если бы Тимир Агония, здесь 1, 2 и 3 дальнейшие усложнения. Примерно так же мы можем вспомнить по уровням, когда проходили бездну, там 60-е разделение было, 70-е и так далее. И нет определенная, раза в 2 примерно, проблема со всем этим. И здесь бездна очень сильно усложняется. То есть, если до этого, когда вы проходили бездну и не могли спокойно пройти ее, это 70 уровней, то есть уверенно, на обычных уровнях, то есть до 80 имею в виду, то здесь можете даже не пытаться. То есть на 81 лучше не переходить вообще. Потому что это будет очень сложно и много будет потрачено время из-за этого. Так, оп. Ай-яй-яй. Отстань. Так, первый, 4 минуты. Пока успеваем. Хорошо. Так.
Здесь плюс Элисии в том, если видите, то под каждым врагом еще полоска маленькая тонкая щита, под их уровень здоровья идет. Вот этот щит нужно выбивать весь. Это физический щит. Есть еще уровни бездны, в котором будет у противника щит стихийный. То есть либо мороз, либо огонь не встречался. И тогда, пока вы его не выбьете, вы не сможете нанести только никакого урона противнику. То есть это тоже та особенность. Если вы будете собирать команду нескольких валькирий, то все это придется учитывать. И это делает вот этот экспансиональный такой себе баг сложности. По-другому я этого назвать не могу. А, не держи. Стой. Карел у меня в запасе, там у меня СП вроде накопился где-то ульты. Это, наверное, единственное, из-за чего я ее взял. Хотя можно было еще взять Киану, Divine Prayer. У нее тоже есть неплохой баф, ну, пассивка. Раз в 10 секунд наносит урон и уменьшает ДВД противника. Это тоже для физ-атаки весьма-весьма неплохо. Лисии проблема как раз в том, что она не может нанести много точечного урона по врагам за раз. У данного персонажа с этим проблем почти нету. Потому что чередовать так трудно. Почти до сих пор. Ладно. Цепились. Ну и плюс у всех этих персонажей урон по площади. Что мне нравится, это подлет противника. Кое-как прошли, называется. Если в прошлом видео, где стихия была молния и проходила довольно-таки просто, то тут уже возникают проблемы. То есть еще, ну, мороз, это то же самое, то, что есть и придется довольно-таки легко. Ладно. Попробуем здесь. Враги. Так, то у нас что? Понятненько. Ладно, ребятки. Значит, научим. Наверное, было лучше сильно взять Киану. Карл почти весь действует. Использовать ее в крайних случаях тоже не всегда удобно.
Продолжаем. Так, дальше. Обычно беру правку первого эльфа огненного, лишь по причине это отхил. Она может очень хорошо хилять персонажа, что очень нужно для выживания. Поэтому данного бронебойного эльфа я почти не использую. Позже получилось от второго огненного эльфа тоже по причине того, что может отхиливать очень хорошо. И стан. Она связывает врагов, что может очень даже спасать в определенных ситуациях, когда нужно уйти. Надо с ним заканчивать. В данном матче и игре и этот баф Элизия, который добавляет урон по щитам всем противникам и всем участникам команды, он очень и очень полезен. Если бы этого бафа не было бы совсем не весело. И у Элизии плюс, даже если у нее хп опустится в ноль, она отхиляется. Поэтому за нее не так страшно. И можно использовать другую эльфу в этом бою. В другом случае, не думаю, чтобы так я легко его заменил. Скоро так и не успеть. Если не быть, так и так можно. Далеко не всегда, и даже не у всех есть наборы валькирий всех стихий и так далее. И... О, это еще интереснее будет. Сражаться против нее. Так. Ясно. Так, это была глупо с моей стороны. Это очень-очень глупо. А, у меня полный иммунитет. А.
не заметил сразу. Как видите, может быть и такой вариант. Также может быть вариант, когда у противника будет полный иммунитет к определенной стихии. Это мы могли даже в Elysium Realm наблюдать. У одного волка, у которого полный иммунитет ко льду, и какие бы сильные персонажи у вас не было. Ай-яй. Смотрите, необычайно может передохнуть, но это будет не очень хорошо. Но вариантов тоже нет. Да, типа, ну, ладно. Так. Рисовать против нее Кэрол никакого смысла нету. Мне не будет урона никакого даже против нее. Ну, если впереди проиграет, тогда Кэрол пойдет попробует вот так. Мы сдержимся. Ух, да, это было нелегко. И не сказать, что это еще сложно. Если бы такое попалось здесь, на этой сложности, то дальше бы я не прошел, даже первый этаж бы. Даже с тем, что сейчас я показал вам. Так, ну для сравнения... Лед. Так, здесь переключимся. Где этот лед? Стигма. Какие есть. Оружие. Наконец-то получил для нее что-то хорошее, так как она с ультой стакается. Скрафтил все стигмы для нее. Родной набор и оружие полностью поднял. Ну, для Пардефелис только ее оружие. Набор стигм из разряда, что есть. Но это самое лучшее, что может ей помочь. Так что это довольно-таки еще хороший вариант. Вместо ее родных стигм. Такс. Не можно было взять и Элизию, но она у меня менее прокачана, хотя там есть и оружие, и набор стигом. И Элизия это такая более мощный удар по всему время ульты, а не во время всего, что есть. Так.
более быстрый бой, более динамичный. Мне видеть эти вот друзья. Это их не спасет. Так, раз. Пара ошибок, да? И все. Так проходятся уровни, если команда достаточно сильная и достаточно хорошо подобрана. Ну или тот вариант, когда у меня было там. Или тот же последний уровень и предыдущие. Здесь справился за пару минут, а там почти полностью время вышло. И почти проиграл. Что у нас в итоге? Есть выводы, есть домыслы. Из домыслов, к примеру, после того, как разработчики просмотрели статистику всех прохождений, как игроки всего несколькими валькириями могут пройти их игру и при этом не используя все, что было задумано изначально. Они, наверное, так прикинули, да как же так? Мы придумали целую кучу механик, разнообразных валькирий, возможностей, чтобы играть было весело, интересно, решение было разнообразным. Они берут пару валькирий и проходят все. Не, это не по-нашему. Нужно все менять. Итак, на уровне уже 80 с плюсом была изменена бездна. Причем сделано довольно-таки это хорошо. А на более низких уровнях мы можем видеть Universal Mirage. Здесь игрока уже как бы подталкивает к тому, что смотри, тебе понадобится валькирий по 4 направлениям. То есть лед, огонь, молния, физическая атака. Это тот меню, который тебе нужно, чтобы проходить игру дальше. И дальше, приучая людей к таким же механикам, это Elysium Realm, где также есть свои правила, которые периодически меняются. Ну, немного они больше подстраиваются под определенных валькирий, скорее всего, которые выходят, чтобы люди ими проходили и было легче проходить все это. Ну и таким образом потихоньку игроков приучают пользоваться, ну, вынуждают, как-то мягкое принуждение к использованию всех механик и всего этого арсенала, что было заложено в игру. Ведь по факту у Валькирии есть очень много особенностей. Кроме основных, что было показано нам в обучении, физические, биологические, меха, Quantum, Imaginary, все это есть, они контрят друг друга и указывается, что урон будет больше. Насколько часто люди этим пользуются, это вопрос открытый. У кого есть возможностями и достаточно валькирии, они могут этим воспользоваться, чтобы облегчить себе прохождение. У кого нет, те пользуются тем, что есть. Также особенности, как кровотечение, физический урон, скоростные атаки, возможность собирать врагов или станить их также. То, что изначально Кэрол больше силовой тип и физические атаки, тяжелый удар, особенно больше наносить урон по щитам, все это есть и у очень многих валькирий. И в бездне, ну и также в блокада, это все используется. Что можно сделать из этого всего, какие выводы? Ну, кто хочет переходить на более высокие уровни, проверьте себя вот по этим двум параметрам. То есть Universal Mirage, если у вас команды, можете ли вы пройти весь уровень и зачистить этажи. Хотя бы до 6-го, 6-й самый сложный. Это как бы смешно не звучало, но 7-й, на мой взгляд, было легче 6-го.
То есть это первая проверка. И бездна на вашем уровне, то есть 80 уровень. Сможете ли вы пройти там все этажи, зачистить их? То есть более уверенно, и чтобы хотя бы процентов 90 было побед из всех ваших попыток. То есть тогда можно задуматься и уже переходить на более высокие уровни. Так как тут тоже награды себя зачастую могут оправдать. И это также на низких уровнях было введено прям оружие. Это хорошее подспорье, но большая часть ресурсов, которые для этого прям оружия нужна, можно достать только здесь, то есть на более высоких уровнях или в ивентах. Так. Сами наблюдать можете здесь. Таурус, металл. Это то, что нужно для обновления этого оружия. Так что такие вот дела. Никого пугать не хочу. Просто подумайте, стоит ли вам как раз бросить себе вызов, а вдруг повезет, или все-таки перестраховаться и еще немного потренироваться на более низких уровнях. Понятно, что, как говорит один человек, какой смысл оставаться на низких уровнях, когда в игре столько всего сложно. Нужно этим всем пользоваться. Но какой смысл переходить на высокие уровни, если ты этим из-за нехватки сил воспользоваться не сможешь? Так что так. А на этом все. Всем желаю удачи и до новых встреч.